Привет, девчонки, это Маша. В сегодняшнем видео мы сделаем очень классную работу. Во-первых, найдем золотую середину между любителями клюющих ногтей и общепринятой на сегодняшний день в нейл-мире эстетикой. Кроме этого, разберемся, как сэкономить на акварельной росписи и по-новому попробуем остановить бульонки. Давайте начнем. Вот такие коготки пришли на коррекцию. Я всегда говорю на своем канале, что о вкусах не спорят, и девушку все устраивает, но если спросить мое мнение, то в глаза бросается выдающийся горб в зоне апекса и ровненько смотрящая вниз нижняя параллель. Короче, хочется немножечко приободрить эти миндали, но мое предложение поднять кончики девушка отвергла, сказала, что ей так красиво. Сошлись на том, что мы хотя бы угол с нижней параллели уберем и вернем ее в одну плоскость с центральной осью. А у вас бывают такие клиенты, которым нравятся клюющие ногти? У меня лично клюющие ногти вызывают диссонанс, но я все же соглашусь с тем, что и в коготках есть свой стиль, своя эстетика при условии аккуратного исполнения. В предательском кольцевом свете видны все грехи. Я даже больше скажу, мне кажется, что это рабочее паломничество с кольцевым светом и меня на новый уровень бликов выведет. Снимаем максимум материала в зоне натурального ногтя, спиливаем апекс, который тут был выстроен. Ну а кончик как пойдет, можно в общем-то и не снимать, потому что хоть немного, но поднимать мы его все же будем. И чем меньше мы сейчас спилим, тем меньше материала нужно будет докладывать. Сняв лишний гель, сделаем маникюр. У меня эти ручки впервые, так что я не буду перескакивать этапы и полностью визуализирую ногтевую пластинку, прежде чем достраивать новый кончик и выпиливать форму ногтей. Кутикула неравномерная, тонкая, сухая. Я решила не зверствовать ножничками, и после среза по сухому, то, что не срезалось с помощью режущего инструмента, я убираю с помощью маленького красного алмазного шарика. Также этот этап маникюра делает необязательным следующий этап — шлифовку. Он остается на усмотрение мастера или по желанию клиента. Смотрите, как будто уже лучше. Вот горб визуально еще больше подчеркивает смотрящий вниз свободный край. А сейчас уже это не так сильно бросается в глаза. Ну, разве что если глаз наметан или если подставить к пальчику какой-то ориентир. Что ж, займемся кончиками. Я протираю обезжиривателем и без особых реверансов наношу базу. Из-за опила этот базовый слой все равно нужно будет продублировать, так что кутикуле я буду подводить уже после опила. Бесспорно, акригель — это самый удачный материал для подобного рода коррекции. Если бы были верхние формы, вообще бы зашибись было. Ну а сейчас я ставлю горошинку на кончик и с помощью апельсиновой палочки как бы натягиваю новую форму на наивысшую точку ногтя, к месту, с которого ноготок начинает клевать. Ну а перед сушкой без нажима я разглаживаю кисточкой по форме и заодно ориентируюсь по блику, ведь новый кончик можно выстроить под минимальный опил. Миндали — вещь авторская. Это тебе не квадрат, у разных мастеров свое видение формы. И как по мне, миндаль красив, когда нижняя параллель тоже немножко изогнута. Но для этого нужна небольшая арочка, а значит кончик нужно поднять выше центральной оси. Но мы с клиенткой сошлись на золотой середине, так что я просто спиливаю провисшую часть ногтя. Пилить много, поэтому помогаю себе фрезером. По чистовому изнанке мы выпиливаем в самом конце, а пока я просто убираю основной объем для того, чтобы на долю пилочки пришелся только опил по форме. Ну и
Дальше, сняв общую длину, я корректирую ноготки по форме и выполняю легкий поверхностный опил. Можем переходить к дизайну, который, как я люблю, будет на двух ручках разным. В Инстаграм многих заинтересовала желтая рука со светящимся желтым градиентом. Ребят, я уже, по-моему, говорила в каком-то из недавних видео, что у меня с собой только цветные базы, цветников нет. И ничего замысловатого в этом градиенте нет. Я просто сразу на всю руку на кончике натушевываю ярко-желтую базу, размываю границы кистью для градиента, сушу и сверху на это дело наношу банановый цвет. То есть просто, по сути, удачный подбор цветов. Вторая рука будет голубой с рисунками. И, ребята, откровение, почему я раньше так не делала? Если ты простой универсальный мастер и у тебя нет клиентской базы конкретно на акварельную роспись, то есть акварельные принадлежности не живут у тебя на столе 24/7, то чтобы раз в неделю нарисовать кому-то что-то акварелью, тебе нужно кучу всего разложить, а потом сложить после работы. Но есть же в любом художественном магазине акварельные карандаши. Для простых повседневных акварельных дизайнов это просто панацея, больше и не нужно. По-чистенькому достали из стола карандашик, чуть-чуть смочили грифель, наставили на ногти точечек и дальше, как обычно, растягиваем лепестки. Можно поставить точку, например, красным и синим, для того, чтобы на выходе получить фиолетовый цвет, или, немножко по-другому их стушевать и получить перекат цветов. Чисто, быстро и компактно. Набора Kohinoor из 7 цветов вполне хватит для полного счастья. Там есть самые ходовые, самые необходимые цвета. И, кстати говоря, по деньгам набор акварельных карандашей гораздо дешевле акварели получается. Но на акварельных карандашах мои поиски и эксперименты не кончаются. Сегодня я попробую по-новому зафиксировать бульонки. Насверлить ямок в топе и усадить бульонки в эти ямки с помощью базы – это не новая тема, но просто мало кто из мастеров так делает, и я в том числе. А ведь, возможно, они так будут лучше носиться. Как минимум, они не будут царапаться, потому что бульонки – это такой декор, который и хочется, и колется. Ну а так с ямками получается дополнительная фиксация декору не нужна, просто хорошенечко усадить, и не нужно обмазывать все вокруг глазурью топа. И, кстати говоря, зафиксированные таким образом бульонки не царапаются и не портят блик. Если вы один из тех немногих мастеров, которые пользуются таким способом фиксации и этот метод обкатали, напишите, пожалуйста, в комментариях, очень интересно узнать, потому что я не знаю, когда я смогу вернуться домой и увижу ли я эти ручки на коррекции. Ну а пока завершаем работу опилом изнанок и любуемся результатом. Ставьте лайк, если вы нашли в этом видео для себя что-нибудь новенькое. Если оно вам понравилось, мне будет очень приятно. Если вдруг что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, присоединяйтесь ко мне в Инстаграм. А с вами была я, Маша. До скорого!